Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Узнай будущее. К чему все идет. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 11 по 20 ноября. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. И у нас сегодня две колоды. Колода Ленорман и Таро. Мы не будем задавать заранее вопросы Ленорман, а это как раз нам событийный ряд показывают карты. А мы позволим нас сопровождать по тем именно событиям, как они видят предстоящие 10 дней. Чего это будет касаться, давайте узнаем. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. Планетарный гороскоп, где я более подробно описываю все транзиты для каждого знака зодиака. И вы можете посмотреть как и по солнечному знаку, так и по своему асценденту. Я думаю, подсказки какие-то для вас тоже будут. Будем реалистами, безусловно. Любой таро-прогноз, а личная история каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Итак, 4 карты мы достанем. Каковы же эти события, которые могут произойти с вами? Каково будущее с 11 по 20 ноября? И зададим вопросы колоде Таро. И первый у нас будет вопрос Таро «Неожиданность». Внезапности. С чем вы можете столкнуться в этот период? Итак, первая карта. В чем ваша сила, мои дорогие девы? Что вам помогает? И по основным сферам жизни достанем 3 карты. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Все то, что о делах. Финансы, энергию денег. Увидим. Личная жизнь. И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак, каковы же события? С чем они будут связаны? Ух, шикарная карта «Ключ». Вот то, что вы сумеете со всеми договориться, словно ключики подобрать. Может быть, этот ключ к чьему-либо сердцу. Может быть, это ключ для того, чтобы решить какой-то вопрос. И этот вопрос мог тянуться какое-то длительное время. Вы получите какой-то результат, это точно. И пусть это результат может быть еще как неконечный, какая-то точка, но это мы словно открываем какую-то дверь, какую-то возможность и понимаем, что перед нами, ну, как простор какой-то совершенно новый открывается. Может быть, это вам нужно изучать что-то. Может быть, сама по себе учеба для кого-то из вас, прохождение курсов или дополнительные знания. Или это вы ищете конкретные контакты, решить тот или иной вопрос, создать или составить какой-то документ, и вам необходимо договориться с людьми совершенно тоже разными, сложными в плане психологическом, по характерам, по эмоциональному восприятию, но у вас все получится, для вас нет ничего невозможного, как бы есть дверь и есть ключ, который в ваших руках, поэтому только осталось поместить этот ключ в скважину замочную и повернуть дверь будет открыта. Давайте посмотрим, что же еще за события. Причем эту дверь, это как дверь в будущее, возможности, карта звезды. Это для кого-то из вас может говорить о том, что много контактов, к примеру, с людьми, которые находятся не в той местности, где вы сейчас находитесь, за рубежом, мы говорим, за границей. Может быть, для кого-то из вас это ваши планы на будущее, потому что по аркану звезды это всегда длительное будущее лет на 10-20. И вы можете свою траекторию здесь конкретно продумывать. И, кстати, с учетом карты ключ, искать как раз ключи к взаимопониманию даже с теми людьми, которые могут быть вам потом полезны. Вы понимаете, что какая-то дипломатия совершенно необходима, ибо я себе не должен или не должна навредить, потому что есть какой-то план максимум у вас, мои дорогие девы, и он у вас будет осуществлен. По крайней мере, в эти 10 дней это как первые шаги, или пусть это будет называться как сбор информации в каком-то конкретном направлении. И это будет тоже очень правильно. Если мы говорим об аркане звезды, сияйте, как звезда, всегда нам предлагают. Это рост вашей популярности, это ваши
приоритеты, ваше честолюбие, но как-то красиво нужно себя подать. Может быть, для кого-то это может быть, когда нужно изменить имидж, по-другому, как от вас не ожидают, возможно, вам придется действовать. Опять же, или себе не навредить, или вам даже этого захочется, потому что вы себя уже словно в будущем можете видеть. Вообще визуализация – это хорошее дело, потому что то, что мы думаем сегодня, формирует наше завтра. А наше конкретное сегодня – это то, что мы думали вчера. Поэтому думайте позитивно, мои дорогие. Для вас в эти 10 дней словно даже мысли вам будут помогать отстроить совершенно новую концепцию будущего. И это будет для вас на долгий период времени. Это, знаете, как, может быть, начнется с вашего нового интереса или с решения того или иного вопроса. Может быть, как ваш собственный инсайт, когда вы захотите или изучать что-то новое, или себя попробовать в новом деле, или развить какое-то свое творчество, может быть и так. Или вообще работать, к примеру, из любой точки мира и ни от кого не зависеть. Вот такое тоже может проигрываться. Все же звезды – это у нас Вселенная, это пространство, это эфир, это интернет, и поэтому иногда могут проиграться и новые технологии. Нет предела, по сути дела, вашей реализации. Но правильные двери открыть будет важно для вас. Давайте посмотрим, что же потом. Вы сейчас, как на будущее, себе закладываете очень прочный фундамент, и этот фундамент еще без какой-то материальной основы, но мысль наша материальна, я уже об этом сказала. И карта развилка – это выбор, может быть не такой простой, куда же я иду. Видимо, от этой точки, где вы сейчас находитесь, мои дорогие, в эти 10 дней выбор придется делать. Одновременно направо и налево мы не пойдем. У кого-то это могут быть вопросы вашей личной жизни, но больше я вижу с учетом ключи звезды, хотя, может быть, это встреча с партнером. Даже по личной жизни, когда вы друг от друга находитесь на расстоянии. Что-то вы будете здесь продумывать, но, знаете, ведь развилка – это если мы идем направо, налево мы точно не пойдем. Значит, она предполагает, что мы будем вносить коррекцию в собственные планы или в отношения, или в развитие собственного дела, ну, пожалуй, любой вопрос. Поэтому теоретически от чего-то придется и отказаться тоже. Что же еще? Будьте мудрее, мои дорогие. Карта лиса. Хоть и говорят, лиса, хитрость, обман, но мы можем расценивать эту карту больше как это вам нужно быть более гибче, где-то изворотливее, где-то и хитрее. Почему я так говорю? В этой колоде мне нравится значение лисы, ведь это мудрость все же. И нам изображена очень симпатичная лиса. Часто в колодах Ленорман лиса схватила какую-то птицу, живность, и тащит ее, пока никто не видит, в укромное место. Но эта лиса совершенно другая, обратите внимание. Она сохраняет лисенка. Она сохраняет то, что ей дорого, любимо. То, что для нее именно ценность, не цена, а ценность. Она закрыла своим телом, обвела хвостиком для того, чтобы ничто и никто не навредил маленькому любимому лисенку. Вот такая карта, которая призывает нас быть и мудрее, и осторожнее, не где-то не искать груши на вербе, не верить тому, что нам, может быть, говорят, или то, что мы слышим в первый момент. Вам придется в эти 10 дней все анализировать. Могу я это, к примеру, как-то применить в будущем? Или будет та или иная новость, то или иное предложение, или человек для меня иметь какое-то существенное значение, к примеру, через год, а потом себе задать вопрос, а через полгода, а через месяц. И если мы вот так поубывающе себе задаем вопросы, мы часто приходим к выводу, что вообще не имеет никакого значения. Поэтому мы отказываемся по аркану развилка от того, что теперь, ну, может быть, и нам самим никакого вдохновения у нас, точнее, не вызывает.
Может быть, и история какая-то нам тоже надоела. Больше на самосохранение эти 10 дней, на саморазвитие, на собственные возможности. Ну и, безусловно, беречь себя. Будьте мудрее. Давайте узнаем. Таро неожиданность. Вообще по рыцарю чаш приятные эмоции. Может быть, это новое знакомство. Будьте аккуратны тогда с новым знакомством. С новыми людьми, с новыми контактами. Контактировать стоит, контактировать, продолжать, может быть, даже стоит. Но не думать, что какая-то история точно продолжится со знаком плюс. Рыцарь чаш о приятных эмоциях, о подарках, о комплиментах, к примеру, о хорошем настроении. Но если даже происходит знакомство или недавнее, или совершенно новое, аркан не говорит, аркан, точнее, говорит, не строй планы на будущее, потому что это что-то может быть и как мимолетное. Поэтому позволь событиям развиваться самими по себе. Дальше будешь видеть, и чуть позже, может быть, ты сделаешь выводы какие-то. Но есть и радость, мои дорогие. Может быть, какая-то добрая новость или известие, тогда вам ее все равно нужно адаптировать или себя адаптировать к какому-то новому предложению и правильно его оценить. Опять же, для себя, чтобы не было какого-то риска. Давайте узнаем, в чем ваша сила. Верховная жрица, не случайно все то, что я сказала, это ведь та, которая все знает. Это интуиция, ваша сила, мои дорогие. Когда доверяете своей интуиции, именно ваша интуиция, она призвана вас, призывает, как будто или должна призвать в последующий период. Я не только про 10 дней ноября говорю, а я где-то с заходом на 2025 год. Потому что у кого-то из вас возможность изменить вообще концепцию жизни, изменить концепцию заработков. Может быть, начать делать то, чем вы прежде, не занимались, или начать работать как-то по-другому, либо самому на себя, опять же, либо строить новую карьеру, либо изучать что-то новое в последующем, опять же, получить признание, как признание эксперта, или достичь успеха. Но пока мы никому ничего не говорим, это ваша сила. Умейте хранить молчание. Я знаю, что вы умеете как раз. Это ваша сильная позиция. Но задача доверять себе. Потому что самые правильные – это подсказки вашей собственной души. И когда вы никому ничего не обещаете, это карта независимости. Но независимости не той, когда мы пытаемся кому-то что-то доказать. А это независимость, когда мы себя сохраняем, собственные ценности. Когда мы правильно пользуемся моментом, какими-то возможностями или информацией, теми или иными сообщениями. Это, повторюсь, та, которая все знает. Потому что, пусть не в этой колоде, но часто Верховная Жрица изображена между двух колонн. Одна колонна черная, темная, вторая светлая. Светлая – это то, что нам транслируют. А темная – это и есть как раз подсказки и интуиции, которые мы должны принять во внимание. Это то, что нам не демонстрируют. Это то, что и мы никому не расскажем тоже. И молчание – это ведь, знаете, как счастье и успех. Любит тишину. И в этом ваша сила. Дела, работа, бизнес. Нечего добавить, карта мага. Холодные энергии, мои дорогие. Но 3 карты нам говорят о том, что да, вот внутренний какой-то расчет, может быть, такой холодно продуманный, мои дорогие, потому что по магу это нет, это не есть какая-то экзальтация и восторг. А вот эти ключи, по сути дела, это маг, который знает, какую дверь открыть, он имеет эти ключи в руках и, может быть, знает момент, когда наиболее благоприятно и правильно сделать это. Нет ничего невозможного. И если мы про интуицию, наш маг изображен, который как в омут словно смотрится. И если другие в этом омуте ничего не увидят, а кого-то он испугает, то маг умеет посмотреть в глаза собственному страху. Маг умеет как столкнуться с собственной тенью. Вот этот омут. И если мы говорим интуиция, что такое интуиция? Это прекрасный тандем нашего интеллекта и прежнего опыта. Прежний опыт не в концепции переживаний,
а чисто опыт. Мы оставляем ситуацию, чтобы еще раз не найти какие-то грабли. Поэтому будьте внимательны, у вас очень более чем сильная позиция в эти 10 дней. И для чего-то это вам, именно как в планах на будущее. Вам нужно теперь определиться, как и себя сохранить, защитить, или то, что вам любимо и дорого, так и еще развилка, выбор какой-то. Финансы. Рядом император. Два очень серьезных аркана. Вверху у нас верховная жрица. Может быть, вам придется сохранять независимость, потому что вы будете сталкиваться с теми персонами, которые отчасти наделены властью, или сами вы захотите решить какой-то вопрос именно по части документов, и важное согласование вам придется делать. Может быть, это вопросы, связанные с банками, и нужно быть более чем беспристрастным и что-то буквально математически подсчитать. Мы не идем против закона. Император – это всегда система и иерархия. Мы не нарушаем ее, а проходя какую-то ступенчатость, шаг за шагом, мы быстрее решим те или иные вопросы. Поэтому уважайте закон, уважайте власть, порядок. Не идите против системы, мои дорогие девы. Но вы найдете, опять же, вот эти ключи в ваших руках. Как может быть, благодаря, даже если у вас конкретное дело, и вы видите, что закон, но вот он не срабатывает в отношении вас. Значит, есть какие-то подзаконные акты, когда вы можете обойти какой-то вопрос и все равно сделать в новой концепции, но как-то по-другому, и получить совершенно иной результат. Иными словами, используйте любой альтернативный вариант, который не противоречит закону. И, может быть, это касается непосредственно денег или имущества, недвижимости. В конечном итоге какой-то материализм, который мы можем к денежной энергии в конечном итоге свести. Это могут быть и люди несговорчивые, кстати. Император – это как есть два мнения, мое и неправильное. И вы можете столкнуться вот с таким противодействием, когда на вас кто-то пытается давить. И тогда важно будет вот эту независимость для вас сохранить, а как раз уйти словно из-под гнета этого императора, сделать это очень красиво, потому что этот самый император сейчас находится в руках мага, в ваших, по сути дела, руках. Поэтому для вас, повторюсь, нет ничего невозможного, и вам это сделать необходимо. Вроде как и с законом это должно, ну так, плясать красиво, да, и в то же время, в первую очередь, соблюсти свои собственные интересы. У кого-то может быть, ну, и попроще задача, а у кого-то достаточно сложная, но вы справитесь, у вас сильная позиция. В личной жизни что? Вот очень символично. Здесь у нас как выбор, а восьмерка чаш, когда мы ищем выход, и мы его находим. Девушка наша повернулась от той чаши, которая прежде, может быть, ей казалась солнцем. Солнце – это выбор правильного направления. Но вот теперь она понимает, что нет, это какой-то узкий отрезок времени. А вот теперь я иду точно к солнцу. Вы можете на последующие полгода себе закладывать более чем активный период, и он у вас будет. Я уже об этом сказала. Последующие полгода, ну, где-то в отсчете с этих 10 дней ноября, когда вы будете уделять внимание какому-то конкретному делу, теме, вопросу, с чем-то вы будете разбираться, или вы будете осуществлять переезд, мои дорогие. Об этом нам тоже где-то говорят дважды уже карты в разных колодах. Но выбор этот не совсем простой. Нам карта говорит, по части личной жизни кто-то будет в отношении партнеров, может быть, конкретного партнера, выбор такой делать. И нам ведь не говорят, что мы от чего-то отказываемся, или мы с кем-то, кстати, ссоримся. Нет, тут скорее мы ищем ключи взаимодействия. Что-то должно быть продолжено. Но и воздушных замков мы себе не строим тоже, рыцарь чаш, неожиданность, потому что все может меняться. И не потому, что, кстати, человек нас хочет заведомо в чем-то обмануть. Карта может говорить о том, что у человека потом тоже что-то поменяется. Мы пока можем для себя только вот эту концепцию на будущее выстраивать, но нам придется еще корректировать планы. Но если вы ищете выход или вот этот выбор вам сделать нужно, даже по части личной жизни, то вы его сделать сумеете. У кого-то это будет действительно вопросы любви,
партнерских отношений, которая более близка к вам. А у кого-то эта карта может означать и бизнес, мои дорогие, ведь пусть личная жизнь, да, но это прерогатива лично ваша, это то, что вы хотите как свой собственный план реализовать, и тоже будете искать возможности, и значит вы их найдете. Но еще какой-то путь в последующем, как минимум полгода активности вам предстоит сделать. Давайте посмотрим, каков будет совет. Всегда по этой карте нам говорят, вот есть дверь, которая никогда не откроется. И бесполезно сожалеть, бесполезно ожидать. Это как будет пустое ожидание. Нужно делать выбор. Может быть, у вас как раз в эти 10 дней необходимо сделать свой выбор. Причем выбор такой однозначный. В последующем себя приготовить, продолжать действовать в том же духе, в той же концепции или как в тех же энергиях, может быть. Пусть это касается личной жизни, не должно быть недопонимания и, может быть, важные разговоры вам нужно будет обязательно провести на этой неделе. И причем при этом, знаете, свои какие-то принципы, с одной стороны, вы не доказываете, но это не значит, что вы в угоду хорошему отношению к кому-либо прогибаете свои собственные правила жизни. Но вы можете их несколько пересмотреть, скорректировать, если для вас так более удобно, так более правильно. Потому что жизнь наша, по сути, состоит от того, как мы сумеем договориться. И Верховная Жрица как раз где-то об этом тоже. Вот это и есть независимая позиция. Но вы не должны согласиться себе во вред, может быть, даже материально. Все же нам говорит пятерка пентаклей, думай о том, о своей именно материальной базе, основе. Потому что, понятно, деньги в долг мы не даем по этой карте. Или не самое лучшее время в эти 10 дней инвестировать, например. Вы можете просчитывать что-то, но сказать, что мы достаем деньги и буквально что-то грандиозное оплачиваем с прицелом на будущее, то точно не в эти 10 дней. Какую-то паузу возьмите или совершите какой-то маневр, полшага назад. Предоставьте возможность развиваться событиям самими по себе и вносите лишь какую-то мелкую коррекцию. Потому что вот, наверное, это траектория движения для вас как более правильно, да, на самосохранении, так и потребует еще от вас продолжение на полгода, как я уже сказала, как минимум. Вот такой был ваш второй прогноз. Интересно, сильная позиция, но что-то у вас на кону стоит очень важное. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.